Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михайловича. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор индекс товарного канала. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Индикатор CCI, индекс товарного канала, это осциллятор, который измеряет силу, стоящую за тем или иным движением цены. Простыми словами, он помогает определить, кто находится у руля, быки или медведи. Центральной точкой является 0. Максимальное и минимальное значение индекса CCI гораздо больше 100 и минус 100, хотя 100 и минус 100 являются ключевыми. Как и многие осцилляторы импульса, CCI работает, сравнивая текущую цену с предыдущими показателями. И на основе этого сравнения он решает, насколько, условно говоря, рынок сильный или слабый. CCI использует скользящую среднюю для сравнения и измерения текущей цены. Таким образом, необходимо запомнить, что в трейдинге прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. В отличие от RCI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями плюс 100 и минус 100. Линия индекса торгового канала может опускаться и до уровня минус 200, и до уровня минус 300. И это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности. Итак, заходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим CCI. Под графиком появился наш индикатор. Инструкция по торговле с индикатором CCI. Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор CCI. Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками плюс 100 и плюс 200. Это признак сильного восходящего тренда и может входить в рынок для покупки. Находясь выше отметки плюс 200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позиции, исходя из поведения свечей. Как вариант, ожидание пересечения индикатором линии плюс 200 в обратном направлении. Теперь CCI индикатор, опустивший из зоны перекупленности, находится в пределах плюс 200, плюс 100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу. Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон плюс 100, 0. Цена покинула зону перекупленности, длинные сделки закрываются, а открываются короткие. При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа и находясь в промежутке от 0 до минус 100, следует открывать сделки на продажу. Индикатор снижается в зону от минус 100 до минус 200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки минус 100 в обратном направлении. Краткосрочная стратегия CCI плюс MA, скользящая средняя. Для повышения качества сигналов и соответственно эффективности торговли добавим в систему CCI еще один индикатор, простую скользящую среднюю с периодом 100. Стратегия CCI плюс MA лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от MA. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддержки и сопротивления. Оптимальный таймфрейм для торговли M15, однако допустим также скальпинг на M5. Сделки открываются по следующим правилам. Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, открывается позиция на покупку. Если CCI проходит уровень плюс 100 сверху вниз и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю, осуществляется вход на продажу. Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп-лоссам и тейк-профитам.
Главное выдержать соотношение в пользу тейка 3 к 1. Например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке. Комплексная стратегия торговли CCI, MACD и Parabolic SAR. В завершении рассмотрим более сложную стратегию CCI, которая тем не менее подойдет как новичкам, так и профессионалам. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности. Все индикаторы в системе CCI, MACD и Parabolic SAR устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли H4. Сделки на продажу по данной торговой стратегии открываются при следующих условиях. Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком. Гистограмма MACD пересекает линию. CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня плюс 100. Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях. Эта система дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки, учитывая то, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа. У трейдера есть возможность вручную передвигать стоп-лосс, устанавливать цену закрытия по маркеру параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк-профитом. Преимущества и недостатки CCI. CCI – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок, особенно в связке с другими индикаторами, но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что при наличии сильного тренда CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот. Однако, если расценить это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки. В целом, CCI неплох, показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одной лишь индекса торгового канала не лучшая идея. Как и в большинстве осцилляторов, CCI в первую очередь фильтр, предназначен для отсева ложных сигналов других индикаторов. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам money менеджмента и всегда устанавливать стоп-лосс. Все решения, которые принимает трейдер, являются его личной ответственностью. Вывод. CCI является современным изобретением, а его показатели могут быть рассчитаны только с помощью компьютерных технологий. Как мы узнали, CCI индикатор предлагает простой и четкий способ определения подходящих моментов для покупки или продажи. Вы можете использовать его практически на любом рынке. Существует даже такая версия индикатора CCI с звуковым сигналом для еще более удобного применения. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!